Друзья, привет! В сегодняшнем выпуске затронем тему шутинг-брейк, когда, используя в качестве основы спортивное купе, на свет появлялись оригинальные универсалы, чаще всего имеющие двухдверный кузов. Такие автомобили позволяли своим владельцам не только с лихвой прохватить по узким дорожкам, но и с комфортом отправиться в турне, прихватив с собой большой объем полезных в дороге вещей. Или поехать на охоту или рыбалку, загрузив багажник всем необходимым для этого снаряжением. А в качестве отправной точки для нашей сегодняшней истории возьмем Aston Martin Virage. Yeah. Производившемуся на протяжении почти 20 лет Aston Martin V8 в 90-е годы пришла замена, получившая имя Virage. За внешность отвечали дизайнеры компании, которые к тому же были еще и преподавателями Королевского колледжа искусств Кен Гринли и Джон Хеффернан. К слову, Гринли спустя некоторое время зарекомендует себя как весьма одиозная личность и получит прозвище Сальвадора Дали от автомобильного дизайна. А дело все в том, что именно он приложит руку к внешности таких неоднозначных моделей Саньон, как Муссо, сменившего его Кайрон, и не то внедорожника, не то минивэна Родиус. Несмотря на самобытность Virage, стоит упомянуть, что передние фары были позаимствованы у Audi 200, а задние – у Volkswagen Sirocco. С одной стороны, можно сколько угодно критиковать данное решение, однако без подобных хитростей, позволявших сэкономить на расходах, возможно, сегодня не было бы Aston Martin в привычном для нас виде. Следует помнить, что кузовные панели изготавливались вручную специально для конкретного автомобиля, а двигатель собирал всего один человек, который тратил на это целую рабочую неделю. За основу шасси была взята модель Lagonda, которая серьезно подверглась изменениям. Интересно, что один из ранних прототипов был реально замаскирован под двухдверную модель. Чтобы помочь перенастроить хорошо зарекомендовавший, но устаревший двигатель V8, разработанный еще 30 лет назад Тадеком Мароком, обратились к американской компании Callaway Engineering, известной своими проектами на базе Chevrolet Corvette. Мотор получил новые головки цилиндров с 4 клапанами на цилиндр и электронным впрыском топлива Weber, благодаря чему мощность увеличилась до 330 лошадиных сил, а показатели уровня вредных выбросов были приведены в соответствии с современным требованием. Результаты сотрудничества признали настолько успешным, что компания Aston Martin вновь обратилась к Callaway за разработкой гоночной версии двигателя для своего прототипа AMR1, созданного для группы C. Кстати, в своем единственном выступлении в Лимане он занял 11-е место в классе. Первый прототип Virage показали в октябре 1988 года. Это был по-прежнему роскошный спортивный Гран-туризмо, в отделке интерьера которого обширно использовались кожа и ореховое дерево. По умолчанию предлагалась автоматическая коробка передач Torque-Fly, но предусматривалась возможность оснащения купе пятиступенчатой механической ZF. Максимальная скорость составляла 250 км в час, а разгон до 96 км в час занимал 6,5 секунд. Однако подобные характеристики удовлетворяли потребности отнюдь не всех клиентов. Поэтому в январе 1992-го подразделение Customer Service Division, ныне известное как Aston Martin Works, представил конверсию Virage 6.3. Доработки проводились на собственных автомобилях клиентов и представляли собой не просто увеличение объема двигателя до 6,3 литров, но и значительные изменения в настройках шасси. Также менялись детали кузова, увеличивающие ширину автомобиля, и устанавливались 18-дюймовые колеса и 14-дюймовые вентилируемые дисковые тормоза. Стоит отметить, что 14-дюймовые дисковые тормоза, также позаимствованные у AMR1, в то время считались самыми большими из всех серийных автомобилей в мире.
Стоимость всех работ по переоборудованию составляла примерно 50 тысяч фунтов стерлингов. Доработанные автомобили могли похвастаться мощностью в 465 сил, а их максимальная скорость достигала отметки в 282 км в час. Разгон был почти на 1,5 секунды быстрее стандартной версии и занимал всего 5,1 секунды. В 1993-м мощность удалось поднять до 500 лошадиных сил. Кстати, небольшое количество автомобилей было модифицировано до так называемой условной спецификации 6.3. Стандартный двигатель 5,3 литров оставался под капотом в немодифицированном виде, а все изменения касались только внешнего облика автомобиля. Такие версии известны как 6.3 Cosmetic или Virage White Body. Как и предшественник, Virage получил открытую версию Volante. Впервые представленный на британском международном автосалоне в октябре 1990 года, прототип был только двухместным, с багажной полкой за пассажирскими сиденьями. Интересно, что всего несколько месяцев спустя, в марте 1991-го, на автосалоне во Франкфурте была представлена обновленная версия Volante 2+2, хотя задние места не отличались простором. Им оказался тот же самый прототип, но переделанный под четырехместное исполнение. Именно в таком варианте открытая версия поступила в продажу в январе 1992 года. Технически автомобиль был идентичен купе и оснащался тем же двигателем мощностью 330 сил и аналогичными трансмиссиями. Производство Volante закончилось в 1996 году, когда было выпущено всего 234 экземпляра. Кстати, весьма озадачивающим фактом оказалось то, что в США было импортировано всего 20 единиц. Это довольно странно, поскольку предыдущая модель V8 Volante была весьма популярна в Северной Америке с 1978 по 1990 год. Построив 426 единиц купе Virage, производство было прекращено в 1994-м. Компания обновляет внешность модели и вновь возвращается к названию V8, которые предлагались в исполнении Vantage и Volante. Однако здесь предлагаю поставить точку, чтобы когда-нибудь в другой раз открыть эту страницу истории Aston Martin и поговорить об этой модели отдельно. Вернемся к нашей основной теме. Напомню, что одной из особенностей деятельности компании Aston Martin является возможность выпускать либо ограниченные партии, либо даже отдельные автомобили в соответствии с особыми пожеланиями клиентов. Все реализуется благодаря ручному производству. Именно к такой категории автомобилей относится уникальный проект, представляющий собой первый прототип трехдверного Virage Shooting Brake. В подобном виде было выпущено всего несколько штук для избранных клиентов. Конечно, специализированные кузовные ателье и раньше создавали подобные проекты для предыдущих Aston Martin, например, DB5, DB6 и DBS. Но наш автомобиль был первым построенным непосредственно на производственной линии Aston Martin. Лишь только два прототипа оказалось единственными экземплярами, построенными с нуля. Они носили заводское обозначение DP2099-1 и -2. Все остальные, появившиеся позднее, были переделаны из уже существующих купе Virage. Первый показ прошел в 1992 году на Женевском автосалоне. С максимальной скоростью 244 км в час Virage Shooting Brake оказался самым быстрым в мире грузопассажирским автомобилем, способным с комфортом разместить 4 взрослых людей. Он оснащался складывающимися задними сиденьями с разделением 50 на 50 и жесткой шторкой, отделяющей пассажирский салон от багажника. А удлиненная крыша обеспечивала задним пассажирам более 15 см дополнительного пространства над головой. Цена уникальной версии составила 165 тысяч фунтов стерлингов, что на тот момент делало ее самым дорогим Aston Martin в истории. Рассказ о модели Virage оказался бы неполным, если бы мы не вспомнили еще один проект на ее основе – пятидверный Virage Lagonda Shooting Brake, показанный в начале 1994 года.
И этот автомобиль с левосторонним расположением руля начал свою жизнь как серийное купе «Вираж», прежде чем подвергся обширному процессу переоборудования по заказу немецкого коллекционера Aston Martin доктора Роланда Мюллера. Спорткар с кузовом цвета Hunter Green был удлинен на 12 дюймов и получил двигатель объемом 6,3 литра в паре с трехступенчатой автоматической коробкой передач. Впоследствии владелец машины заменил ее на механическую. В багажном отделении установили детские сиденья, что делает этот Aston Martin рекордсменом по количеству мест, рассчитанных на 7 человек. Считается, что всего было построено от 6 до 9 подобных вариантов, и все более поздние построенные версии были удлинены на 16 дюймов. В это же самое время компания построила еще 7 единиц четырехдверных седанов, технически идентичных универсалам. В 1997 и 1999 пара купе V8 с левосторонним расположением руля была переделана собственными силами Aston Martin в трехдверный Shooting Brake. Оба были окрашены в цвет British Racing Green, а под капотом расположился стандартный двигатель объемом 5,3 литра мощностью 350 сил. В 2017 на аукционе Bonhams шасси 79007 было продано за 337,5 тысяч фунтов, примерно 440 тысяч долларов. А теперь несколько слов о сторонних разработках. Швейцарская компания Ross Engineering, расположенная недалеко от Берна, была связана с Aston Martin с тех пор, как они стали официальными дилерами в далеком 1975 году. В 1999 по заказу клиента из Германии она построила в единственном экземпляре V600 Shooting Brake на базе Vantage. Универсал получил новую крышу, усиленное шасси и новую заднюю дверь. Все это было сделано вручную. Они также модернизировали задние сиденья, сделав их складными. По окончанию работ у автомобиля прибавилось 60 килограммов веса, но это практически не повлияло на динамические характеристики. Разгон до 100 км в час составил невероятные 3,9 секунды. На первый взгляд названия Volante и Shooting Brake никак не совместимы. Однако этот конкретный автомобиль появился на свет как первый, а потом претерпел изменения и стал вторым. Та же швейцарская компания Ross построила его на основе одного из очень редких V8 Volante с удлиненной колесной базой. И в результате получился самый вместительный двухдверный Shooting Brake из всех когда-либо построенных. Проект, начатый в 2002 году, после серьезной комплексной переделки был закончен только в 2006. В то время как двигатель мощностью 350 сил остался прежним, почти все остальное было изменено, включая большую часть кузова, весь интерьер, трансмиссию, тормоза и подвеску. Рассказав об уникальных проектах на платформе Virage и V8, сейчас предлагаю совершить небольшой исторический экскурс в мир Shooting Brake от Aston Martin. Самым первым подобным творением оказался DB5, спроектированный непосредственно для самого владельца компании Дэвида Брауна в 1965 году. Он был заядлым охотником и заказал Гарольду Редфорду переделать свой личный автомобиль в универсал, чтобы брать с собой собак и охотничье снаряжение. Впоследствии помимо него было создано еще 12 единиц таких же конверсий. 8 с правым рулем, 4 с левым. Один из последних был продан в 2019 году Монтерее аукционным домом Sotheby's за невероятные 1 миллион 765 тысяч долларов. Вслед за DB5 компания Redford построила еще 6 подобных автомобилей на базе DB6, и у них очень похожий на предыдущую версию профиль. Все, кроме одного, были с левым рулем. Один из таких DB6 был продан в 2015 году в Монтерее тем же Sotheby's за 682 тысячи долларов. А в 2020-м Bonham сделал попытку продать еще один вариант за 1,2 миллиона долларов, правда безуспешно.
Помимо DB6, переоборудованных Редфордом, 2 или, возможно, 3 экземпляра были изготовлены другой лондонской кузовной компанией FLM Panelcraft. В отличие от автомобилей Редфорд, они имели раздельную заднюю дверь, где панель со стеклом откидывалась вверх, а нижняя опускалась вниз. Линия боковых окон, которая очень смахивает на появившийся в 70-х бюджетный Austin Allegro Estate, немного портит впечатление от образа Shooting Brake. Стоит упомянуть, что одним из заказчиков таких автомобилей был гонщик Формулы-1 Иннес Айрланд. Помимо DB6, компания FLM Panelcraft также построила трехдверный универсал на основе DBS, получивший имя Estate, произведенный в единственном экземпляре. Его заказчиком был некий шотландский лорд, любитель рыбалки. Специально для него был установлен багажник во всю длину крыши, предназначенный для перевозки удочек. Боковые окна получили другой дизайн, не лишенный определенного изыска. Двигатель с 3 карбюраторами SU и трехступенчатая автоматическая коробка передач остались без изменений. На аукционе Bonus в 2012 году этот уникальный автомобиль был продан за 337,5 тысяч фунтов, примерно 440 тысяч долларов. И это при том, что изначально предполагалось за него выручить 50-70 тысяч фунтов. В следующий раз кузова в стиле Shooting Brake появились только в 90-х годах на базе Virage и V8, и один из них стал героем сегодняшнего выпуска. Однако у одного из представителей 80-х тоже существуют подобные версии. Речь идет о модели Lagonda, но все ее конверсии появились только в 21 веке. В 2000-м уже известная нам фирма Ross Engineering представила свой четырехдверный Lagonda Shooting Brake, созданный на базе автомобиля 1987 года. С мотором V8 с впрыском топлива, выдающим 309 сил, и четырехступенчатой автоматической коробкой передач он способен разгоняться до 96 км в час за 7,8 секунды, а максимальная скорость составила почти 230 км в час. Он оказался построен в единственном экземпляре. В 2006-м под руководством опытного шведского промышленного и автомобильного дизайнера Теда Маннерфельта был разработан еще один проект, тоже базирующийся на автомобиле 1987 года. Отталкиваясь от конверсии, выполненной компанией Ross Engineering, конструкторы были нацелены сохранить как можно больше стилистики Уильяма Таунса. В результате Shooting Brake оказался даже более гармонично вписан в линии седана, сохранив симметрию оригинального дизайна. За проектом следил шведский телесериал Gran Turismo TV, освещая ход работ. Кстати, этот автомобиль был продан в августе 2019 года на аукционе Sotheby's в Монтерее за 98 тысяч долларов. И еще один Shooting Brake был разработан в 2010-м голландским энтузиастом Гарри Кильстра, который считал, что не только сможет сравниться со швейцарским автомобилем, но и обеспечит ему возможность перевозить больше вещей. Судя по фотоматериалам, построенный в собственном гараже автомобиль Кильстры явно спроектирован с прицелом на повышенную грузоподъемность. Про модель Aston Martin Jet 2 2004 года, построенную Бертоне на базе Vanquish, мы рассказывали в предыдущем выпуске, поэтому пропустим ее и остановимся лучше на еще весьма необычной и амбициозной разработке 2007 года – Baniola EG Shooting Brake. Она была разработана Франческо Баниола в его одноименном дизайнерском бюро. Это творение было создано по заказу анонимного клиента, который дал автомобилю свои инициалы и хотел получить уникальную версию своего Vanquish. Shooting Brake имеет удлиненное шасси, которое позволило установить задние двери, открывающиеся против хода движения,
обеспечивающие лучший доступ к задним сиденьям. Кузов был окрашен в традиционный зеленый цвет British Racing Green. А отличительной особенностью прототипа стала крыша, выполненная из стекла Isolite, которую можно сделать непрозрачным одним нажатием кнопки. Современная эпоха подарила нам вот эти великолепные образцы спорт-универсалов. Jet 2+2, созданный в честь столетия компании Aston Martin, а также 60-летия первого сотрудничества с Бертоне, был представлен на Женевском автосалоне 2013 года. Он был спроектирован на базе Rapid с двигателем V12 объемом 5,9 литра, мощностью 470 сил. Заказчиком стал британский энтузиаст и коллекционер Aston Martin Барри Веер. Он лично принимал участие во всей разработке проекта, начиная с первых этапов стайлинга и заканчивая изготовлением автомобиля в мастерской. Существовали планы по запуску Jet 2+2 в ограниченное производство. Предполагалось выпустить не более 10 экземпляров, которые должны были быть построены компанией Бертоне. Однако в марте 2014 все планы были разрушены, поскольку ателье прекратило свою деятельность. Вираж Shooting Brake Zagata Centennial, показанный 7 сентября 2014 на конкурсе Chantilly Art and Elegance во Франции, был построен для европейского клиента, который пожелал остаться неизвестным. Его автором стал главный дизайнер ателье Zagata Нори Харада. Под яркой внешностью скрывается техника стандартного Вираж с 490-сильным двигателем V12. А завершим наш обзор моделью Vanquish Zagata Shooting Brake. После успешного запуска купе и Volante во время Monterey Car Week 2017 года был анонсирован как Speedster, так и Shooting Brake. Еще до того, как автомобиль был показан публике, все 99 экземпляров Shooting Brake были предварительно проданы по цене около 650 тысяч фунтов. Прототип Virage Shooting Brake, построенный в 1992 году, с номером шасси DP2099-1, окрашенный в зеленый цвет Aston Green, выставляется на продажу 13 мая 2022 года на аукционе Bonus Монте-Карло. Предполагается, что за столь уникальный автомобиль удастся выручить 100-200 тысяч евро, примерно 130-260 тысяч долларов. А на сегодня это все. Никогда не болейте, ну а пока.